Всем привет, меня зовут Сергей Нео, и вы на канале Не Ноль. У меня очень много работ связано с реставрацией деталей, автомобильных запчастей и узлов. И этому посвящено много видео на моем канале. Модная нынче технология аквабластинг, пока известная как гидроабразивная очистка деталей, она плотно вошла в нашу жизнь, ее применяют в разных сферах. А еще ее очень часто называют бережная очистка. Я полгода назад приобрел себе аквабластинговую установку и на текущий момент заработал достаточно много опыта, какие-то провел с ней модификации. И об всем этом я хочу сегодня рассказать, провести какие-то эксперименты, опыты. Так что не переключайтесь, и кому интересна эта тема, конечно же, подписывайтесь. Прежде всего, аквабластинговая технология – это абразивная технология. И для этого нужен абразив. В большинстве случаев это стеклянные шарики. В дешевых установках его засыпают в саму камеру, в дорогих для этого есть определенный резервуар. Далее, так как эта технология является инжекционной, то для этого нужен компрессор и воздух. Абразив смешивается с водой с помощью специального насоса и подается в аквабластинговый пистолет. Также в аквабластинговый пистолет подается воздух под высоким давлением. Рабочее давление обычно порядка 6 атмосфер. В этом пистолете суспензия смешивается в определенных пропорциях. Это обычно 30% абразива, 70% воды. И под действием сжатого воздуха она выстреливает в деталь. Почему эту технологию называют технологией бережной очистки? Да потому что вода здесь служит определенным демпфером. То есть, если во всех абразивных технологиях у нас по детали бьет сам абразив, будь то песок, будь то аквабластинговые стеклянные шарики, будь то какая-то дробь, то в аквабластинге по детали абразив бьет через воду. То есть, вода является определенным демпфером. И это позволяет чистить как пластиковые детали, так резиновые детали, так и любые виды очень мягких металлов, такие как алюминий, медь и все такое. При этом можно варьировать как давление, так и величину абразива и числить даже такие детали, как чугун. Это одна из самых дешевых камер на рынке, самая простая, и я ее брал с тем намерением, чтобы изучить ее конструкцию и впоследствии, когда у меня на это будет время, собрать камеру по своим чертежам, но с учетом того опыта, который у меня появится при работе с ней. И с того момента я начал делать видосы, которые, по моей задумке, должны помочь таким же, как и я, тем мастерам, которые могут сделать что-то сами. И я собираю максимальную информацию о различных камерах, о различных производителях этого гидроабразивного оборудования, выпускаю видосы с какими-то нюансами, секретами, которые можно выяснить у этих производителей. Хотя они очень неохотно идут на контакт и все свои секреты скрывают под грифом того, что а вдруг узнают наши конкуренты. Но конкуренты должны знать все. Вся конкуренция состоит не только в том, что делать надо что-то хорошо, но и уметь это преподать. Поэтому я буду и впредь рассказывать о том, что найду. Ну а сегодня, соответственно, о том, что я сейчас сделал с этой камерой на текущий момент. Моя установка имеет габариты 90 сантиметров шириной, 60 сантиметров глубиной, ну и где-то 80 сантиметров высотой. Вся она состоит из самой камеры, подставки, на которой это все стоит. Сама камера сделана из обычного листового металла. Это чернуха, это не нержавейка. И она покрашена порошковой эмалью. Основными элементами тут, конечно, являются аквабластинговый пистолет, насос, который находится там внутри, который мы дальше достанем, перчатки, окна для работы, ну и, соответственно, смотровое окно, через которое виден весь процесс очистки. Само это смотровое стекло взято с УАЗика. Это заднее стекло, сталинит.
Моторчик стеклоочистителя – это тоже автомобильная деталь. Так же, как и все уплотнители по стеклу, по дверям, 2 светодиодных прожектора, ну и, в общем-то, какие-то органы управления. Но моя работа с этой камерой колоссально изменилась, когда я подключил систему подачи воды в эту камеру. То есть вот теперь у меня подходит шланг, я провел сюда воду, и с этого момента работа в этой камере изменилась на порядок. Я могу обмывать детали сразу же, находясь в камере, и то есть смотреть качество очистки прямо на месте, потому что аквабластинговые шарики налипают на деталь, и в процессе не видно, что очистилось, а что нет. Но помимо системы подачи воды, особый комфорт в работе добавила система слива воды. То есть здесь существует 3 уровня сливных отверстий. Первый, это который сливает просто грязную воду с верхнего уровня камеры внутри. Потом следующий уровень уже сливает воду до абразива, то есть вот отсюда до низа там насыпан абразив, стеклянные шарики. Ну и третий уровень, самый нижний, который сливает сам абразив из камеры. Так вот, в процессе того, как подключена вода, в это время можно легко обмывать детали, сливать воду и достаточно часто менять саму воду и всегда находиться с чистой водой. Абразив загрязняется не сильно, а сильно загрязняется вода. Хотя все детали перед установкой в аквабластинговую камеру рекомендуется очищать от всяких масляных пятен. Есть и неприятный момент, который произошел в работе. У меня сломалась педаль. Эта педаль включает дворник, и вот со временем эта пластиковая конструкция просто разломалась. Ну, я сейчас могу нажимать на сам переключатель в педали, но это несколько неудобно. Надо эту педаль, конечно, сделать понадежнее. Для работы с деталями здесь установлен пластиковый пол. Сейчас я его сниму и попробую слить весь отработавший абразив, если он, конечно, отработавший. Вот сейчас уровень воды до верхнего. Сейчас уровень воды до верхней планки. Я ее всю солью и солью абразив. И посмотрим, в каком состоянии находится камера. Вот сейчас вся вода слилась до уровня, на котором находится сам абразив. Видно состояние самой камеры. Это все грязь от того, что я здесь чистил. Ну, не такая она и грязная, потому что, я говорю, не так и давно чистил, но все-таки. Сейчас я солью тот абразив, который там находится, для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии он. Абразив я периодически подсыпаю, но в целом он расходуется не так часто, и я частенько его вымываю и засыпаю обратно. Сейчас сливается из самого нижнего отверстия сам абразив. Это стеклошарики с водой и грязью. В камере остался один абразивный насос. Вот он. И вот остатки самого абразива, который я здесь буду сейчас вымывать уже водой. Ну все, более-менее чистота. Кстати, на удивление, гидроабразивный насос, который, я думал, накроется самым первым, пока еще живет. Это обычный дренажный насос, также называется фекальный насос. У моего товарища на такой же установке он недавно накрылся, мой еще пока живет. Если он накроется, он дешевый, можно его поменять, но сам факт, на удивление, вполне живучая штука.
так вот пузырятся новые шарики. Я недавно добавлял немножко. Ну и вот вся грязь, которая смывается, и внизу остается сами стеклошарики. Грязные, но их можно помыть. Вот такие вот чистые, вот такие вот грязные. Сейчас я водой все это промою, и у меня получится в итоге абсолютно новые чистые стеклошарики. Единственное, как только его разбавляешь водой, они сразу превращаются как раз в ту суспензию, и невозможно отделить воду от стеклошариков. Надо ждать, пока они осядут, иначе они все вместе с водой просто выльются. То есть, пока они не осели, они себя представляют просто такую эмульсию, ничем не слишком заметную в воде. То есть вода и вода. То есть, пока они не осели, они вот прям просто вода, их можно легко вылить. Когда они осели, они тогда представляют себе такую твердую уже достаточно фракцию. Я помыл весь абразив вручную. На самом деле в достаточно дорогих установках есть специальная система шламоотделения, фильтрации и очистки этого абразива. Но вот в дешевеньких системах можно все сделать руками и засыпать этот абразив обратно. О дорогой системе я рассказывал недавно. Есть видео, переходите по ссылочке в описании. Это там АКБ-100, один из икона стиля, так сказать, среди аквабластинговых установок. Но и о других аквабластинговых установках я, конечно же, буду рассказывать впереди. Одно условие, которое я выдвигаю всем производителям этих установок на то, если они мне хотят дать возможность протестировать их оборудование, это самое главное — рассказывать секреты, нюансы, конструкции для того, чтобы всем людям, которые будут строить сами, было побольше информации обо всем этом. Еще одно удобство в воде, в подаче воды в эту камеру, в том, что ее можно отмывать и каждый раз отмывать стенки, отмывать оборудование, которое внутри, и она всегда находится в более-менее хорошем, чистом состоянии. Весь этот маслянистый налет легко смывается с помощью щетки. И, в принципе, периодическое обслуживание добавит какой-то срок службы всей этой конструкции. На самом деле, все, что внутри могло заржаветь, то заржавело. Все болты, которые ржавеющие или не ржавеющие, не знаю, цинкованные были, они наглухо проржавели. Там те места, которые выбило в эмали, тоже покрыли ржавчиной. Ну, в общем-то, в принципе, если камера сделана не из нержавейки, то, конечно, за ней надо следить несколько по-другому. И для этого я придумал небольшой лайфхак, тоже подсмотренный в дорогой камере. Сейчас, если бы я покупал новую такую камеру, я бы изнутри ее всю оклеил полиуретановой пленкой. Притом даже самой тонкой, самой дешевой, там погодный метр порядка 3-5 тысяч рублей, на эту камеру уйдет, ну, наверное, 1,5 погодных метра. Но, к сожалению, сейчас, наверное, это делать не стоит, потому что ржавчина останется внутри и будет продолжить ржаветь. Хотя можно, наверное, ее обработать, зачистить, но это целый кусок работы. И я подумал, что я могу сделать такой же барьер для абразива из листов вспененного ПВХ. Вырезать по форме, прицепить их к стенкам на магниты и, в общем-то, изнутри получить такой же отражающий материал, который не позволит абразиву биться об стенки. Вот надо было это придумать пораньше, но опыт приходит со временем. Я надеюсь, что вам мой опыт даст какие-то полезные советы. Камера более-менее отмыта, осталось внизу чуть-чуть старого абразива, стеночки помыл, и теперь можно высыпать туда тот вымытый абразив. Вот он из себя представляет такой пирожок. Это очень мелкая фракция, 100 микрон. Когда он осядет, он представляет из себя такую достаточно твердую структуру, вот копается как песок. Но как только перемешивается с водой, вот он становится просто эмульсией водой,
который легко и просто стекает. Сейчас я это все засыплю и начнем эксперименты с очисткой деталей. От типа абразива и его размера в работе аквабластинговой камеры зависит очень многое. В следующий раз я планирую провести ряд экспериментов с различными фракциями абразива на различных поверхностях, от алюминия до чугуна и пластмасса, и показать наглядно, какой абразив на какой поверхности и как работает. Если вам это интересно, напишите в комментариях. И вообще, какие типы абразива вы хотели бы увидеть в будущем видео. Ну а сейчас я приступлю к еще одному эксперименту, а именно эксперимент с аквабластинговым пистолетом. Еще один лайфхак, который в сложных системах реализован с помощью специальных клапанов. Это система продувки магистрали подачи суспензии и самого дренажного насоса. Так вот, для того, чтобы его продуть, достаточно закрыть выходное отверстие пистолета и подать в него воздух. И система автоматически вся продует, что можно делать, в принципе, перед началом работы после долгого простоя системы. Сейчас магистраль абсолютно чистая, она продута воздухом, и можно, в принципе, начинать работу. Вообще, работа аквабластинговой камеры, конечно, зависит от многих факторов. Но один из самых важных – это аквабластинговый пистолет. От того, какую смесь он будет подавать, с какой скоростью и производительностью, какой будет распыл факела очищающего, зависит как скорость работы, так и качество работы. От этого зависит эффект матовости, полированности поверхности, скорость очистки. И в большинстве недорогих камер применяется обычный пистолет для пескоструя. Тот, который продается на Алиэкспресс. Некоторые его дорабатывают, но в данном случае, например, к этому пистолету сделан более широкий вход под суспензию с насоса. В остальном и стоит краник для регулировки давления, то есть можно регулировать количество воздуха, поступающего от пистолета. Многие рекламируют в этом пистолете то, что в него сопло из карбита бора. Это все здорово, но дело в том, что в аквабластинговой технологии сам абразив, перемешанный с водой, настолько неабразивный, что здесь можно поставить пластиковое кольцо, и оно, в принципе, никогда не сотрется. И вот я решил поэкспериментировать. Продаются различные сопла, даже для пескоструйных пистолетов разного диаметра, разные входы-выходы, разные конусы. И вот мы сделали сейчас свое такое сопло. Оно больше диаметра, чем оригинальное от аквабластинга, где-то на 3 мм. Оно длиннее, что ускорит поток, что сделает пучок более собранный, при этом более скоростной. И больший диаметр, конечно же, даст больший факел распыла. Но каждый пистолет, в принципе, подбирается под те условия, в которых эксплуатируется. Если маленький компрессор с маленьким давлением, с маленькой производительностью, то на большом сопле большого диаметра, конечно, мы не получим вообще никакой работы. Это будет просто поливание деталей водой. В то же время, если компрессор производительный, то нет смысла использовать тоненькое сопло, потому что мы потеряем всю эффективность работы. Поэтому вот в сумме от того, какой стоит компрессор, какое оборудование подобрано, можно с помощью сопла подобрать определенную производительность и качество работы. Сейчас я поставлю одно сопло, потом поставлю другое сопло и попробую на разных типах поверхности примерно посмотреть, на что это влияет. Но, честно говоря, есть в тот момент, когда я искал в Гугле разные виды пистолетов и не нашел практически ни одного. Некоторые самоделкины делают его из обычного крана для водопровода и оставляют сопло там в пару миллиметров. И, в принципе, у них получается что-то чистить, но эта очистка
настолько мизерных деталей, что в масштабах, там, не знаю, корпуса коробки передач это будет, наверное, вечность очищения. В то же время и на больших соплах, аквабластинговых пистолетах, на профессиональных камерах этот процесс занимает минуты. И вот я нашел такой пистолет на сайте aquablast.ru. Это прям специальный пистолет для аквабластинга. Он меня заинтересовал. Делает это аквабластинговое оборудование фирмы Armis Invest Group. И я планирую к ним поехать в продолжении моего обзора и протестить их оборудование, также и их пистолет. Как они написали в своем пресс-релизе, что этот пистолет они подстраивают именно как раз под задачи пользователя и под его оборудование. То есть они меняют и рассчитывают его геометрию под конкретного пользователя. Что там за пистолет, что там внутри и снаружи, они обещали поделиться секретами. Так что подписывайтесь на мой канал. В следующем обзоре я поеду в Республику Беларусь, в город Минск, к производителям этих камер. И я надеюсь, они не соврут и поделятся своими секретами. Ну, а мы же сейчас проэкспериментируем с моими текущими заморочками. Что я хочу сделать? Я хочу взять разные детали. Это вот стальной шкив коробки передач, железный из чернухи кронштейн крепления глушителя, нержавеющая труба, алюминиевый корпус раздатки, алюминиевый с железным и с пластмассовым хаузинг термостата, компрессор кондиционера с проводами алюминиевыми, разъемами и чугунный аутлет от турбины, и разными соплами посмотреть, что происходит во время очистки. Сейчас я попробовал два сопла. Давление в компрессоре на подаче на пистолет воздуха было одинаковое, порядка 7 атмосфер. Это достаточно большое давление для аквабластинговой камеры. Обычно оно варьируется в районе 5-6 атмосфер. Но для частоты эксперимента я попробовал на максимальном давлении, которое стоит сейчас для моей установки. Вот это сопло широкое, железное и длинное. Вот это сопло работало короткое из карбидобора и узкое. Видно сразу разницу. Это один проход без всякого повторного очищения. Конечно, ширина поверхности очищаемой больше при более широком сопле и уже при более узком сопле. Но тут не видно на алюминии ту глубину и силу удара, с которой очищает поверхность. Вот на чугуне это сразу заметно. Также левую сторону я чистил более широким и длинным соплом, правую более коротким и узким. И видно сразу, что длинное сопло разгоняло абразив до большей скорости и, соответственно, за один проход практически доходило до металла, очищало всю ржавчину, всю грязь. В то время как короткое и узкое сопло не могло на том же давлении пробиться. Вот вначале немножечко начало, а потом эффективность его ниже. Поэтому однозначно, конечно, более широкое сопло и более длинное работает эффективно, но опять-таки на высоком давлении. Сейчас я это попробую сделать на маленьком давлении. Для этого я взял универсальную деталь, в которой собраны различные виды поверхности. Пластик, латунь или медь на датчике, алюминиевый сам корпус, железная стальная крышка, скорее всего даже нержавеющая, хомуты железные, резиновый шланг. В общем, все поверхности, которые я попробую сейчас пройтись на низком давлении подачи воздуха и разными соплами.
И вот что получилось в итоге. Вот это посередине контрольный очистку я сделал на большом давлении. А вот слева это большое сопло, один проход с длинным, большое длинное сопло. Справа узкое короткое сопло на алюминии. Вот с этой стороны датчика и пластмасса это короткий и узкий. Вот с этой стороны длинный и широкий. Но также по металлу сверху крышка вот здесь широкая и длинная, здесь узкая и короткая. Ну и по резине также. Вот здесь узкая, вот здесь широкая. Ну что можно сказать? В любом случае, на маленьком давлении, в принципе, очень трудно различить эффективность этих двух сопел. Они, наверное, примерно равны. Хотя в любом случае все равно выигрывает более широкое сопло или более длинное. Не знаю, в чем больше его преимущество, скорее всего, в его длине, чем в ширине. Вот оно видно на металле, все равно отбивает всю ржавчину и грязь лучше. На алюминии в целом незаметна разницы. Но это давление очень маленькое, это давление меньше 3 атмосфер. На таком камера тоже редко когда работает. Теперь я проведу более глобальный эксперимент. Я возьму компрессор кондиционера и половину его очищу одним соплом, вторую половину другим соплом. Не то чтобы это будет на время, это просто посмотреть в итоге общую картину, которая, может быть, будет заметна в этих соплах в результате полной работы. Ну и, конечно, в принципе, обращу внимание на время, если оно будет разниться уж капитально разное. Компрессор кондиционера. Вот эту сторону я обработал толстым и длинным соплом, а вот эту сторону коротким и тонким. Но в принципе невооруженным взглядом разницы не видно. Примерно все получилось как новое. Разве что в скорости, ну да, наверное, толстое сопло здесь было поэффективнее. Суммарно, когда компрессор держал 5 атмосфер, то толстое сопло справлялось получше. Также я почистил вот этот вал, все шлицы очистились, все стало красивенькое, как новенькое. И в отличие от других абразивных чисток типа пескоструя, здесь можно легко чистить поверхности, где работают сальники, и там, где работают вкладыши. Реставрированный раритетный хаусинг термостата. Все, что медное, пластмассовое, то вообще становится как новое. Алюминий, конечно же, с порами. Поры никто никуда не денет, их нельзя заполировать, но в целом вид его улучшился. А вот что касается крышки, то коррозия ее настолько поела, что чистить ее не чистить, но уже отреставрировать нормальное новое состояние ее не получится. Она останется вот такая. Ее придется заменить. Резиновые шланг и хомуты тоже, в принципе, стали похожи как новые. Ну, то есть, в принципе, деталь восстановилась. Что касается кронштейна, да, такую штуку мелким абразивом чистить практически нереально. Это очень долго, потому что слой ржавчины очень большой. Он, конечно, берет, но мучиться и тратить столько времени на это нет никакого желания. Поэтому лучше взять более крупный абразив и пройтись им эту деталь. Ну и крышка, алюминиевая крышка раздатки. Вот эта часть, на которой ставились эксперименты и не чищенная. Эта часть глобально почищенная. Ну, в целом, деталь стала как новая. То есть алюминий, конечно, в этой мойке просто становится намного интереснее, чем новый. Сейчас я перед сваркой
все трубы тоже обрабатываю, чищу в аквабластинге. Ну, алюминиевые трубы, нержавеющие трубы становятся такими матовыми, очищается вся грязь. Процесс аргонно-дуговой сварки идет очень чисто и красиво. Ну, а что же касается чугуна? Ну, вот я специально оставил этот чугунный аутлет в камере и не сдувал с него воду, и заметно, что он уже принимает рыжий оттенок, это проступает ржавчина, то есть он начинает корродировать. Очищая чугунные и железные детали, да, конечно, появляется коррозия. Я еще не пробовал никаких ингибиторов добавлять в смесь, в воду, поэтому пользуюсь быстрой продувкой, делаю маленькие детали. На крупных деталях, конечно, это не пройдет. Невозможно успеть обработать всю крупную деталь, чтобы она не начала с другой стороны корродировать. Поэтому вопрос применения ингибиторов здесь стоит актуальным очень. Если деталь большая, если деталь маленькая, ее обработал и сразу продул, она не ржавеет. Вот такой вот алгоритм действий. Но вот даже такие громоздкие детали, как горячие части турбин, вот для проекта 4 турбины я их чистил, вот они все, в принципе, были продуты, и ни одна из них не заржавела. И ингибиторов я здесь не применял, что вполне, в принципе, рабоче. Есть еще идея, конечно, закупить набор этих сопел разного размера с Алиэкспресс и попробовать протестировать их. Но я думаю, что все-таки пистолет для пескоструйной установки, он не очень подходит для аквабластинга. То есть работать с ним можно, но эффективность и в его вот потерях, в его технологии, немножко другой технологии, эффективность падает. Поэтому лучше, конечно, изготовить или приобрести пистолет именно для аквабластинга, и притом по тем параметрам, которые выдает компрессор и позволяет выдавать насос. Поэтому, если у меня получится, я, конечно, съезжу, протестирую очередное оборудование. Ну, а вы, собственно говоря, напишите в комментариях, насколько вам это будет интересно и полезно. Пусть для кого-то это будет рекламой, но для нас это будет новым экспириенсом, новыми знаниями, которые мы попробуем добыть от очередного производителя аквабластингового оборудования. Ну, собственно говоря, в общем-то, и других оборудований. Если кто-то предложит, зовите, приеду, сделаю обзор. Ну, а на этом это все. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про мой дополнительный канал NeoFAQ, на котором я размещаю видеоответы на ваши комментарии. Ну, а на этом это все. Ставьте лайки, дизлайки. Всем удачи, всем пока.